И мы опять тестируем тренажеры для сноубордистов. Это уже третья часть. Давайте сальтуху сразу с первача. Ну, не на это я рассчитывал. Я думал, будет все как-то более спокойно. Инженерно-модифицированный пластик, который там в секрете Да не раскрывать тайну. Это была подробная инструкция, как делать не надо. Всем привет, я Леша Соболев. И мы опять тестируем тренажеры для сноубордистов. Это уже третья часть. За окном плюс 35, мы в Москве. У меня почему-то сноуборд в руке. И он нам понадобится, потому что мы будем разгоняться по щеткам и приземляться в наклонную подушку. Аллилуйя! 21 век, технологии добрались и до России. Мы также будем пробовать двойные сальтухи, будем отжигать, пробовать что-то новое. Давайте посмотрим, что из этого получится. Погнали! Давайте сальтуху сразу с первача, чтобы адреналинчика так немножечко схватить. На улице такая жара, что я теперь понимаю, почему он подстригся именно так. Это вообще мозг. Лучшее решение, которое можно в плюс 35 в Москве. Вы уже заметили, ребята, что здесь жесткий дресс-код, чтобы попасть на подушку. Потому что наша доска как элемент нашей одежды сегодня. Все подпилили, прогладили, можно теперь врывать. С первого взгляда я пока не пробовал кататься. Джибинг летний, он сложнее, чем зимой. Почему? Потому что три разных покрытия, которые меняются. Сначала щетки, потом пластиковая труба, потом зеленый вот этот газон. По-разному скользит каждое покрытие, и нужно прям совсем привыкать, то есть резко меняется. Вы, если хотите почувствовать себя ВДВшником, приходите в All-Pro. Здесь в Крылатском есть фонтаны, их много. Они вам понадобятся, чтобы выжить в жару 35 градусов. Администратор All-Pro парка, здравствуйте. Я думал, ты болельщица, пришла за кого-то поболеть, там, за своего парня да. поддержать, типа, давай. Я знаю, почему ты их поддерживаешь, потому что на улице какая температура? Плюс 32. Плюс 32, поэтому ты в тенечке тогда Да. пристроилась. У меня один важный вопрос. Вот здесь есть вода-поливайка. Она как-то сама запускается или есть такой спусковой механизм, куда ты... Да, есть супер кнопочка волшебная, на которую нажимаем и А всё кто орошается имеет, водичкой. давай по-честному, кто имеет право нажать на эту кнопку? Абсолютно любой, кто катается. Абсолютно. Да. Кто катается. То есть ты не имеешь права. Ну, в принципе, катаюсь, значит могу. А, все, это делается ногой. Да. Con un paio troiduale che mi hizo. Посильнее надо и держать. А, держать? Вау! О май гад! Ну, я уже не могу больше ждать. Давайте пробовать. Я сейчас буду переодеваться и буду делать свой первый прыжок. Немножечко страшно. Не катался на сноуборде целый месяц. Я вру, конечно, мне не страшно. Даже мягкая подушка. Первый прыжочек. Давайте сделаем веселее. Давайте сальтуху сразу же с первача. Чтобы адреналинчика так немножечко схватить. Так, перчатки я напялил, рабочие садовода, и иду делать свой первый прыжок. Мы решили, что это будет сальтуха. Ну, не на это я рассчитывал. Я думал, будет все как-то более спокойно. Посмотрим, что получится. Максимальный экстрим показываем, понимаете, на пределе наших возможностей. Я все-таки рискую, одеваю шорты. Посмотрим, что будет с моими коленями.
Вообще! Нормально, я, короче, вылетел. Такой кайф. Но доска не поехала. В чем проблема, я не понял. Надо было попшикать, да? Я не нажал, короче, на пшикалку. Блин. Ну что за дела? Ладно. Так, поливание пошло. Надо так же. Сейчас скорости возьму. Коленочки чуть-чуть. Вы видите, как я иду? Вот теперь я понимаю, почему здесь народ вообще не парится, чтобы ходить пешком. Это такая тема, она так заводит тебя. Чувство безнаказанности, что ты едешь и понимаешь, что тебе вообще можно пробовать все, что ты хочешь. Первым прыжком сальтуху. У меня залипла доска, я сделал 2 ошибки. Не нажал на кнопку, чтобы полить разгон. И доска сухая была. Я просто, тупо чуть ли не встревал. Ощущения очень крутые. Я вот первый метр, 2 я ехал такой, щетки, а потом забыл даже, что по щеткам едешь. То есть вообще нет такого. Нету ни привыкания, нету ни какой-то разницы. Ты просто не думаешь об этом. Едешь и прыгаешь. Вот трамплин и все супер. Че, пробуем? Дублик. Че, сиськи мять? Двойнушечку пробуем, да? Погнали. Ну ёпта, ну чисто, блядь, приземлял. Ну что за херня-то? Чуть... Бляха-муха. Чуть плечо дранул. Немножко. Ну так. Чутка. Ну, не критично, просто чутка. Непонятно. Ну, воткнуло. Летел, в ноги все, в передний кант приземлял. Тут, короче, ни в кант нельзя приземлять. Надо в плоскую доску, видимо. Здесь рядом со мной стоит Паша Харитонов. Это человек, который создал эту вещь у нас. Один из первых в России. Насколько я знаю, в Новосибирске подушка есть. Разгонка по щетке. И в Москве здесь. В парке и школе All Pro, верно? Есть такое. Здесь я вижу в первый раз щетка необычная, не видел ее ни разу. Какие-то грибы. Смотри, почему в Европе уже лет 7 назад появилась, и здесь только у нас в этом сезоне? А в Европе появилась чуть попозже, на самом деле, лет, наверное, 5 назад, как появился Бенгер парк. То есть все эти объекты летние на щетках, они начали работать только с появлением модели щеток JF Dry Ski. Китайская разработка. Китайцы не у кого-то ее как бы сперли и воспроизвели, а они прям ее разработали. Я был на заводе в Китае, в Чэнгду. Они прям там шпарят их тоннами ежедневно. Ладно. И эта штука действительно начала работать с того момента, как они докрутили вот эту технологию. У меня вопрос, для чего это еще используется, кроме как... Я видел, кстати, в Англии, что ли, прям полностью парк сделан, гора усыпана щетками. В Англии там не щетки, там использовали покрытие Snowflex. Snowflex. Это тоже, в принципе, хорошая вещь. Вот, наверное, надо поправиться, что Snowflex это был первый опыт хорошего формата щеток, да. Но он другой, это ковер. Он немножко другого формата скольжения, под него надо делать профилирование иначе. А здесь щетки ты просто уложил на любую основу и вперед. Ну давай, твое субъективное мнение, насколько это к снегу вообще, проведи параллель, насколько похоже на снег? Я считаю, что оно справляется со всеми своими функциями, так же, как и снег. Да, вот, и скользит, и контролирует доску. То есть тяжело сравнить, наверное, вот это как снег или не как снег. То есть главное, что это реально работает. Буду пробовать фронтсайд 5 корковую. Это чисто вот тренировочный трюк для того, чтобы потренировать дугу. Вот я пока не понимаю, как поведет доска, если будешь делать дугу, насколько это сильно будет от снега отличаться.
Я не знаю, ребят. Вот, блядь, честно, не знаю. Короче, то ли с доской какая-то херня, то ли я просто такой кривоногий. Ну, во-первых, у меня новое погоняло. Рыба прилипала. То есть я просто не могу ехать тупо. Вот мне кажется, я прямой прыжок тоже не уеду. Ну, давайте проверим. Ну, чё? Вы хотите? Проверим. То есть, либо это реально с доской проблема, либо у меня проблема. Я пятерку еду, у меня такая ужасная дуга. Я чувствую, ой-ой-ой. И что-то закантовался, но меня повело. То есть я закантовался, и что-то я прям понимаю, что меня по дуге прям ведет. Прям она туда как будто глубоко зарылась. Я начал что-то мандражировать, жопу отклячил такой, ну на тормозах съеду. Вот, чуть на перегиб там чуть ли не приземлился. Куда я приземлился, Паш? На перегиб? А, так я на перегиб приземлился, ребята! Все, возвращаю слова обратно, я лох. Все, под руководством Антона Мамаева была совершена попытка фронт Страдео 7. Можете прокомментировать, насколько это было? Полное говно. Не, ну он сделал. Но это вот так тренер поддерживает своего ученика. Я просто ученик, который бесплатно у Антона занимается. Если бы там что-то занесли, возможно, там он был бы полояльнее ко мне. Да, это было бы вообще полное говно. Тогда бы ты сказал правду. Ладно, что, я грэп рано отпустил. Первый раз просто пробовал, давай. Общались на предмет того, чтобы эти объекты строить, с курортом в том числе, сразу возникал у всех вопрос, типа, а как же подъем? Как же подъем, ходить? Да. Но у меня и у спортсменов на примере сборов в Австрии, на объекте Бенгер Парк, да. такой крупный объект, за весь сбор ни разу не возникла мысль о том, что нам тяжело ходить. А там пешком ходили? И там пешком ходишь, и там больше ходить. И да. Здесь за все время работы объекта, уже месяц мы работаем, ни разу ни у одного человека тоже такого вопроса не возник. Да? Вот как ты это с этим смиряешься, что типа, ну вот есть, ну, так и есть. И вообще об этом забываешь, тебя не парит. Вот 2 часа ходят люди, я ни разу не услышал, что у кого-то прям вот это становилось камнем преткновения. Я вот. На самом деле, мне успокаивает только одно, что водичка, она со всех сторон, короче, плещет. И когда приземляешься, подушка, там тоже ты весь мокренький. Мне кажется, это вот это освежающий эффект, он немножечко это тебя пробуждает, что ты пешочком можешь бродить. 100%. Система орошения без воды летом невозможно работать, но осенью, когда становится попрохладнее, мы выключаем воду на подушку и используем специальный силикон, такой распыляемый. Дай пример какой-то, что тут надо делать. Я видел, ребята разгоняются, то есть не с самого верха, а вот снизу. Да. Оп, и сначала привыкает к покрытию. Привыкает к покрытию, заезжает просто до кончика трамплина. Потом, я так понял, можно разгоняться и чуть-чуть наверх запрыгивать, да? Так, комментарий от коуча. Коуч номер 2. Шеф, поспокойнее. Шеф. Надо как-то, поплавнее движение. Да, я что-то... Туда просто дал и все. Это «Форсаж Токийский дрифт» была новая серия? Не-не-не, это вот уже 10-й. 10-й уже, 10-я серия. Новый, вот сейчас снимаешь его. Новый. Бюджетный на GoPro. Боевик. Боевик? То есть это противостояние против подушного зверя. Надувного. Ладно! Чё вы? Ой! Пошел! Пошел! Чё? Блядь, давай. Отлично. Все четко. Ну нормально, я немножко испугался, конечно, но уехал. Наконец-то первый более-менее уеханный трюк с с поддержкой 2 рук. Но было неплохо. Я уехал, но это что-то между было, мне кажется. Между фронт Страдео и просто фронт с переднего конта. Ну, по крайней мере, это первый уеханный трюк! С 2 руками, конечно, но пробороздил до конца, просто как мужчина поборолся. Хочу посмотреть, как это выглядит. Если выглядит говно, значит, следующим кадром вы увидите еще одну попытку фронт Страдео, заключительную. Для вас это будет секунда, а для нас целых 10 минут.
Круто! Отвечаю, это был фронт страдео, мне понравилось. Все, мы не делаем фронт страдео больше. Пробуем новый трюк, это фронт-флип Супермен. Отвечаю, я видел, как ребята делают с больших трамплинов, я ни разу не пробовал, мне пипец страшно. Давайте выделяем 2 попытки на этот трюк, а потом, возможно, попробуем даблкорк. Вот честно, первый же день, как для меня сложновато. Я его мало того, что давно не прыгал, что-то как-то сыкотно. Короче, 2 попытки, фронт-флип Супермен. Пробуем. Главное не перекрутить. Так, ну, во-первых, комментарий от коуча. Был прошлый фронт страдео 7. Было. Я видел, вообще просто было офигенно. Он просто так немножко думает об этом, но он не говорит. То есть похвала не в его манере. Воздух-то неплохой был, а вот на трамплине ты лег. Так я устал, Антон, я тебе говорю, 3 часа спал. Ну, конечно, блин, в любом, как бы, возможной ситуации я прилягу. Ну, тут как бы не обсуждается, тут это понятно всем, очевидно. Короче, сейчас хочу сделать фронт-флип Супермен. Я ни разу его не делал, мне страшно, жесть. Толкнись. Ой, надо толкнуться. Иначе Вы когда-нибудь слышали, что с трамплина надо толкаться? Нет, иначе будет выглядеть как говно. Ну вперед как там надо? Нет, тебе надо прям вот наверх толкнуться и просто ногу подтянуть. А потом вытянуться обратно. Такой кайф! Короче, это очень кайфово. Я такой вылетел, но на жопу приземлился. Друзья, объективно, на трамплине таких выкрутасов делать нельзя. Бом-бом. Короче, паниковал, как сыкуха наверху. Так страшно, очень. Ну я уже когда вылетел, все. Я уже лечу, мне так комфортно. Сгруппировался, ну на жопу, да, приземлился. Протер жопой, там все хорошо, чистенько, можете после меня прыгать. Вообще супер, грязи никакой не оставил. Пробуем еще разочек, крайний. Чисто так по фану, но это очень круто, блин. Можно его прям натренировать суперски здесь, я уверен. Коуч, так, фронт-флип проделан. Комментарии ваши. Ты прикалываешься? Ладно, коротенькие. Коротенькие? Ну для начала надо... Без оскорблений. Тогда нет комментария, да? Если без оскорблений, тогда у меня нет комментариев. Ну скажи. Да что, прямо едь просто, не надо сгибаться. Ты просто сейчас подъехал, короче, вот так вот согнулся. Так мне страшно было, я же тебе говорю. Так не катайся на сноуборде тогда, если тебе страшно. Обращайтесь к тренеру Антону Мамаеву. Если страшно, ну, ребят, это не важно. Все, иди гулять, иди отдыхайте, там, лежите, там сериалы смотрите. Ну, что ты хотел? Сериалы тоже страшные не надо смотреть, потому что если страшный, то сериалы не ваша тема. Вообще не надо. Так, ладно, все. Какое-то наставление будет? Да, не сгибайся. Не сгибайся. Тебе надо... Или ты, или тебя нагибают. Или ты, да? Короче, весь этот мир, да, сноубординг. Еду! Так, ребят, ну все, мы на финишной прямой, сейчас будем... Ой, господи. Сейчас буду пробовать свитчбэк с даблкорк. Ну как, я попробую 5, 7, а потом как пойдет. Но я закладываю 4 прыжка на все это дело. Ибо силы кончаются, концентрация тоже плохая. Я думаю, это финишная прямая, пробуем. То есть мы достигли нашего профессионального мастерства прыжков на щетках и подушку. За сегодняшний день единственный, конечно же. Посмотрим, что из этого выйдет, да? Погнали. Расскажи именно вот про щетки, почему они такие крутые, почему подходят для сноуборда. Здесь 3 ряда вот этих палочек. Есть верхний ряд, нижний ряд и самый-самый маленький внизу. То есть, когда доска едет на плоскости, она контактирует с верхним рядом. Да. Когда закантовывается, ее поддерживают еще 2 ряда щеток. То есть неуспешность всех предыдущих моделей, она как раз связана с тем, что были только одной высоты щетины. Они были острые и одной высоты. И когда доска закантовывается, кант просто проваливался. Да, углублялся и начал зарываться. И зарываться, да, ничто его не поддерживало. А здесь они мягкие, но их больше рядов, и из-за этого при закантовке у тебя доска поддерживается, дает возможность создать нужную плоскость под доской, которая контролирует движение. И именно поэтому закантовка начала работать. Здесь очень интересный сплав используется, инженерно-модифицированный пластик, который там у них в секрете находится, они не раскрывают тайну.
Ну, Нифига по идее, себе. наверное, его можно разработать, там, если запариться. Но, в общем, они точно еще разрабатывали сам сплав. Мгм. Чтобы он не гибался со временем, они дают гарантию 10 лет 10 лет, ничего на себе. функционирование счета. Нормально. Ребята, это было опасно. Опасно, потому что я чуть ли не вылетел, короче. Вот, но я прям приземлился и проехал, я красавчик. Эй, нормально. Я могу сказать только одно, если есть какие-то ошибки на снегу, то здесь они проявляются сильно. Передавил передний кант, наклонился. Моя частая ошибка, когда я не раскатываюсь. Конечно, блин, по логике вещей нужно сделать свитчбэк с 180, свитчбэк с 3, потом какие-то пятерки, в принципе, потренировать бэксайдовую дугу. Я всего этого не делал, потому что время деньги, мы сегодня спали 3 часа, с утра снимали вейк, сейчас мы здесь. О, молодец. Дабл бэкстрол, на снегу уезжал. Будешь пробовать? Ну, когда-нибудь. Когда-нибудь. Ну не завтра, а зимой. Да. Все, четко. Главное это цель. Я готов! Еду! Да. Воу! Это было опасно. Чуть-чуть ободрался эти. Короче, с выходом надо не ложать, чтобы прыгать такие трюки. А я ложанул, как ушлепок. Черно-белое было. Короче, ребят, вот это была подробная инструкция, как делать не надо. Были совершены абсолютно все ошибки. Рано закручивался, наклонился. Все из-за этого дичь. Ну просто хотел попробовать дабл, вот так чисто вот. Все. Как бы крайняя попытка, надо что-то замутить. На самом деле уже по семерке само вращение было хорошее, но подъезд, какая проблема с подъездом? Ранняя закрутка. То есть надо было подождать. А я не ждал. Нетерпеливый я какой-то человек, я не понимаю. Естественно, торопиться никуда не надо. Перерыв был там сколько? Я не прыгал на трамплинах, на самом деле, месяца 2-3. Вот. Надо плавно входить в эту историю. Конечно, это не оправдание этим косякам, Алексей. Надо чаще прыгать на трамплинах в парке. Хочется подытожить, что из себя представляет подушка, насколько она эффективна для сноубордистов. Я вижу. Ну, я ставлю ей оценку 8 из 10, друзья. Очень хорошо. Ну, несмотря на то, что я не мог сегодня уехать в трюки, потому что меня просто фронтфлипом кидало из-за того, что подушка, вероятнее всего, перегревалась. Либо я вес неправильно распределял как-то. Сложновато было. А так, имитация прыжков просто колоссальная. Вот эта щетка, это что-то с чем-то, это что-то новое для меня. Привыкаешь быстро, за одну тренировку реально привыкаешь, потом нужно плавно накатывать все трюки постепенно, никуда не бежать, никуда не рваться. Вот. Так что определенно всем советую, это великолепно. Итак, сзади экспонат под названием джибин. У нас есть бокс и пластиковая трубка. Как я и говорил, нам предстоит проверить, насколько сложно здесь джибить и насколько это сильно отличается от снега. Собака. Как будто вы на роликах едете и в щебенку хлобысь, и все, локтями вперед, лицом летите. Вот этот зеленый газон, честно говоря, по чесноку у меня прогнозы неутешительные. Ну, это уже интереснее.
трубка действительно хороша. Момент такой, что на нее скорости берешь больше, она тебя по инерции тянет вперед быстрее. Когда приземляешься на эту зеленую траву, она тебя не стопорит. То есть чем быстрее ты на нее будешь приземляться, чем с большей скоростью, тем больше вероятность, по ходу дела, что она, ну, даст тебе проехать по ней. Короче, я упал, лежу, не двигаюсь. Он даже не подошел, не спросил: Лёх, ты нормально? О, пошел! Выключил камеру. Смена закончилась. Короче, ребят, это не очень хороший знак. То есть, ну, я приземлился. Труба скользит прям кайф. Подушка мягкая, можно пробовать любые трюки, не бояться. Я сегодня, конечно, чуть ли в забор не улетел, но это скорее исключение из правил, потому что я куда-то решил поторопиться, кого-то решил удивить, какой-то челлендж внутри головы свой организовал, непонятно кому он нужен. Так, конечно, делать не надо, все постепенно нужно делать. Вот, не берите с меня пример. Это яркий пример, как делать не надо. Ну и все-таки есть небольшие различия со снегом, но практически незаметны, что удивительно. Из минусов, честно говоря, сложно что-то найти. У меня трусы мокрые. Вот. Там просто бассейн сделали на приземлении с этими пшикалками. Вообще жесть. Что еще хочется сказать? Это наш не единственный выпуск про сноуборд, тренажеры летом. У нас есть и ковер-самолет движущийся. У нас есть и скайтек, когда мы отрабатывали повороты карвинговые. У нас есть или будет балансборд, поймем, как он помогает, а также вейксерфинг и эта подушка. Все ссылки на эти видосы в описании к этому ролику. Смотрите мои обзоры и понимаете, что именно нужно вам и как именно вы можете прокачать свою технику в межсезонье, а также зимой. Ну и по традиции, не надо ставить никакие лайки, не надо делать репосты, никакие колокольчики, никакие подписки. Конечно, надо, ребят. Ну, поддерживайте канал, блин. Для кого мы стараемся? Целый день сегодня с Тёмычем снимали этот контент. Задавайте свои вопросы, пишите свои комментарии. Я их читаю, стараюсь все читать. На какие-то отвечаю, на какие-то нет. Вот. Следите за новостями. У нас будет здесь еще веселее и интереснее. Всем до встречи.